Существует ли сглаз и порча? Эти волнующие и загадочные магические термины знакомы многим. Но что они действительно означают и как их распознавать? В этом видео я расскажу, что на самом деле значат такие древние, устрашающие термины, как сглаз и порча, и также я расскажу, как это работает и как от этого защититься. Человек – существо социальное. Как бы мы там ни ограждались друг от друга, все равно мы время от времени соприкасаемся с социумом. Мы все время взаимодействуем друг с другом. Жизнь большинства людей вообще в основном протекает в социуме, где идет постоянное и плотное соприкосновение. Однако в этом важно понять, что физическое взаимодействие – это лишь верхушка айсберга. Первичное и самое основное взаимодействие всегда происходит на тонком плане – энергоинформационной среде. В этой среде человек наиболее открыт, так сказать, обнажен, и из-за этого максимально уязвим. Сглаз и порча – это самые распространенные способы причинения вреда человеку на тонком плане. И каждый человек должен понимать природу этих явлений для того, чтобы максимально себя уберечь. Сглаз и порча действуют по-разному. Они имеют разную природу и степень вреда. Это как разные энергоинформационные болезни. Попадая и проникая в человеческое биополе, они начинают разрушать человека. Давайте начнем с самого легкого и наиболее безобидного. Сглаз. Сглаз – это как простуда. ОРВИ в энергоинформационном пространстве. Почему? Потому что он проявляется почти сразу. День на третий вы уже точно будете знать, что он у вас есть. Если коротко, то глаз – это эмоция в основном негативная, которая пробила ваше энергополе. Это непроизвольное энергоударное воздействие, вызванное сильной эмоцией, например, завистью, злобой или даже восхищением. По поводу восхищения могу заметить, что человек всегда подсознательно хочет присвоить то, чем восхищается. Так что позитива для вас от того, что кто-то вами сильно восхищается или чем-то вашим сильно восхищается, мало. Если с точки зрения механизма работы данного процесса, то сглаз – это энергоудар, впоследствии чего происходит энергопробой и рассеивание вашей энергетики. Каждый человек подключен к двум потокам – энергии Земли и информационному потоку. В более художественном описании этот информационный поток называют энергией космоса. Эти два потока несут в себе разные качества. Так вот, сглаз – это пробой, вследствие чего происходит утечка информационного потока. Информационный поток, он же энергия космоса, отвечает за интеллектуальные и духовные аспекты нашей жизни. От концентрации до осознанности и мудрости. Когда у нас здоровый и хороший информационный поток, то мы осознаны. У нас трезвый рассудок, мудрость, интеллект, способности. И когда происходит сглаз, то пробой идет в области именно прохождения этого потока. И к человеку перестает поступать эта энергия, так как она рассеивается. Вот есть шланг, его пробили, и вода течет не к вам, а разливается по сторонам. Мы с вами хоть раз в жизни сталкивались с таким явлением, а то и постоянно. Как выявить у себя сглаз? Вот человек жил, все было хорошо. Он понимал, кто он, куда он идет, к чему он идет, зачем и что ему делать. У него планы, цели, мечты, чистый трезвый разум. И ни с того ни с сего у человека начинаются проблемы с концентрацией, с осознанием. Все становится как-то туманно. Человек становится, знаете, таким потерянным и впадает в прострацию. Начинается такое угнетенное, подавленное состояние, полное безразличие ко всему. Куда я шел, зачем? Даже может случиться такое, что человек забывает, что он знал, перестает понимать, что он понимал, и у него перестает получаться то, что получалось. Он перестает хотеть то, что хотел, то, о чем мечтал. Все вроде выключили. А что происходит? Информационный поток рассеивается и не наполняет человека. Нету больше этого питания у него. Кто может вас сглазить?
Важно отметить, что сглазить человека возможно только при непосредственном контакте с ним. Для этого необходимо оказаться в одном пространстве и как минимум визуально наблюдать за объектом. Сглазить может тот, кто испытывает к вам сильные эмоции, например, зависть, злобу или то же самое восхищение. Хотя восхищение – это тоже некая зависть, потому что человек вряд ли будет бескорыстно восхищаться тем, что у него нет. Он в глубине души захочет это взять и присвоить себе. Это работает так всегда. Сглазить вас можно тогда, когда вы энергетически слабы. Вы можете быть безумно умным, интеллектуальным, всезнающим человеком, но если вы энергетически слабы, сделать вам пробой, сглазить вас, да проще простого. Сглазить может тот, кто или энергетически сильнее вас, или испытывает настолько сильные эмоции к вам, в основном негативные, что пробил ваше энергополе и сделал дыру, и оттуда начала рассеиваться ваша энергетика. Знаете, кто зачастую энергетически сильнее вас? Это люди с невысоким интеллектом или с сознанием ребенка. Это такие незамысловатые личности, которые живут одним днем, у них отсутствует критическое мышление, они руководствуются в основном ощущениями и эмоциями. Их точка сборки находится на плотных, тонких телах, и энергетически, конечно же, они сильнее вас. Давайте с вами разберем пару примеров для большего понимания. Вот есть у вас подруга, которая вам завидует. Испытывает к вам эту негативную эмоцию зависти. Но она этого никак не показывает и даже может не признаваться сама себе в этом. Но вы явно замечаете, пообщаетесь с ней, и у вас начинаются какие-то проблемы в жизни. Ссоры дома, невезучесть, на работе проблемы, что-то провалилось, не получилось. Да еще и вы какая-то несобранная, странное состояние, сбиты с толку. У вас пошло все наперекосяк. Ибо недостаточно той энергетики, того информационного потока на обслуживание своих сфер жизни. Также вы можете побывать в коллективе, где все вам завидуют, например, или испытывают к вам еще какие-то негативные эмоции. И это уже будет, конечно же, удар посильнее, потому что коллективный. Много людей, концентрат сильный, и вы сразу почувствуете это. Вы как будто побываете в банке с ядом. И давайте еще один классический пример, который очень распространен. Идет красивая девушка по улице, и навстречу ей бабка. И не понравилось этой бабке, что, видите ли, здесь такие ходят. Еще грешница в короткой юбке. И она испытывает резкую злобу и негатив к этой девушке. И все это летит в сторону девушки. Такой человек может встретиться каждому из нас на улице и испытывать к нам чистое зло за то, что мы что-то одели, по его мнению, не то. Или еще что-то. Но когда вы пройдете мимо, он через 7 секунд уже забудет вас и переключится. Просто это такие люди. Как я уже сказала, без критического мышления руководствуются в основном эмоциями и ощущениями. Но здесь нужно учитывать то, что чем меньше времени вы были с ним в контакте, с таким человеком, под его прицелом, тем меньше пробой, а то и просто микроудар. И может быть такое, что вы ничего не почувствуете, и через минут 5-10 с вас это уже спадет. Чем короче контакт, тем меньше удар. Как защититься от сглаза? Как я уже упомянула, сглаз это как ОРВИ, и через 7 дней оно проходит само. Энергетическое тело очищается, обновляется, и все становится на свои места. Человек приходит в себя. В принципе, если вы обнаружили у себя сглаз, то если вы входите в какую-то религиозную конфессию, можно обратиться к ней. Пойти в храм или церковь – это довольно сильные эгрегоры, которые могут реально помочь. Для того, чтобы защититься от сглаза, не пропускать его вообще, нужна сильная прокачанная энергетика. Нужно этим заниматься, чиститься, запитываться. Сейчас вообще у людей, особенно в городе, слабая энергетика, потому что слабая подключка к Земле. Все живут в квартирах, сидят в голове, людям не хватает энергии Земли, не хватает связи с Землей.
Из-за этого ослабевают нижние чакры, которые дают эту самую сильную энергетику человеку. Также есть специальные защиты, делаются специальные защитные амулеты. Это легко тоже может защитить вас от таких напастей. Ну что ж, теперь порча. Порча – это намного серьезнее и опаснее. Это как раковая опухоль. В чем вообще отличие порчи от сглаза? Сглаз происходит на уровне подсознания, на уровне чувств и эмоций. Человек испытал чувства и эмоции, и эта энергия пошла к вам. Зачастую сглаз происходит неосознанно. Порча делается на уровне информационно-энергетическом и происходит всегда осознанно. Сглаз делает дырку в вашем биококоне. Это, знаете, как бросить камень в окно. Окно разбито, теплота уходит и в комнате становится холодно. Порча – это то же самое, что открыть форточку и бросить бомбу замедленного действия. Это намного опаснее и всегда специально. Порча всегда делается специально. Для этого нужно знать специальные технологии выполнения. Порча – это всегда результат злонамеренного воздействия, оформленное в законченное желание зла другому человеку. Давайте рассмотрим, что такое порча по структуре своей. Порча – это энергоинформационная единица, то есть она вмещает в себе и энергию, и информацию. Сглаз вмещает в себе только энергию. Порча – это детально прописанная программа разрушения человека, внедренная в биополе, в его биококон. Порча – это направленное негативное энергоинформационное воздействие, созданное для того, чтобы нанести вред другому человеку. Порча, она более техническая и целенаправленная. Она всегда имеет конкретную задачу. Конкретная задача порчи состоит в том, что она четко направлена на разрушение чего-то. Или здоровья, или бизнеса, или отношений, а то и всей жизни. Я много встречаю такого, что ставят порчи конкурентам по бизнесу. Идут к специалисту, делают порчу, внедряют ее в биополе конкурента, и у него начинает бизнес проседать и разрушаться. И те сделать вообще ничего не могут. Вот так происходит. Вот смотрите, каждая порча имеет ядро. Энергетический сгусток, вокруг которого наматывается вот эта негативная программа. Информация о том, что должно разрушиться. И это ядро держит эту программу и не дает ей рассеиваться. Эта энергоинформационная структура вторгается в биококон человека, ее закидывает туда специалист, и эта мерзость начинает там свою деятельность. Кстати, хочу обязательно упомянуть, что существует еще один метод нанесения вреда в тонком плане, это сильный энергоудар. Он сильнее обычного сглаза. Это тоже иногда называют порчей, но это немного другое. Он похож на порчу, но отличается тем, что делается обычными людьми в быту. Это в народе вообще, по-моему, называются прокляны. В ссорах, скандалах часто можно услышать: «Чтоб ты сдох», «Чтоб руки у тебя отсохли» и тому подобное. Эти искренние на тот момент пожелания, сказанные на пике эмоций, очень схожи по структуре своей на порчу. А чем они схожи? Потому что тоже в основе лежит сильная эмоция, и к ней прикреплена программа. Это все летит в человека, делает ему пробой, плюс еще закидывается программа в его биополе. И через несколько дней человек начинает чувствовать, что что-то не то. Но у нас, у каждого есть своя защита, наш природный иммунитет. Это зона 3 чакры. И в теле в основном там будет ощущаться эта чужеродная программа. Там может быть спазм, зажим, что человек не сможет нормально вдохнуть. Засосало под ложечкой. Это тоже, кстати, сигнал, что в организм попало что-то негативное. Держаться все это дело может долго, смотря сколько энергии туда вложено. Если у человека, кстати, здоровая энергетика, сильная чакра манипура, то организм начнет чиститься природными методами сразу же. Просто на это уйдет больше времени. Итак, кто может сделать настоящую порчу? Порча – это, как правило, результат ритуальной работы.
В отличие от сглаза, порча создается намеренно и предполагает использование ритуалов, магических предметов и определенных знаний. Поэтому это дело рук только специалистов. Настоящую порчу может сделать только специалист, который этим всем занимается. Ну или человек, который владеет технологией выполнения данного ритуала. Как же выявить у себя порчу? Порчу вначале не так легко выявить, как сглаз. Чтобы выявить порчу, важно быть очень внимательным к изменениям в своем состоянии. И использовать можно еще специальные методы. Обратите внимание на свою интуицию. Если вы чувствуете, что что-то не так, это может быть первым сигналом, что что-то не так. Вот вы жили, у вас все было хорошо. И с какого-то момента вы начали, так сказать, скатываться. Или в какой-то сфере начались проблемы за проблемой. И это длится уже долго и ничего не помогает. Ваша жизнь как будто в один момент пошла на спад. Физически порча может проявляться так. Это постоянная усталость, даже после отдыха, необъяснимые болезни, которые не поддаются лечению, частые головные боли или ощущение тяжести в теле, потеря аппетита, резкое ухудшение здоровья. В эмоциональном плане это может быть так, что у вас постоянная какая-то тревога, страх и депрессия, ощущение давления, какой-то внутренний дискомфорт, частые вспышки гнева или апатии без видимой причины на то. У вас начинается череда неудач во всех сферах жизни. Например, разрушение отношений с близкими или партнерами, потеря работы, денег, ресурсов. Кстати, как точно распознать порчу? На вас начнут по-другому в один момент реагировать ваши домашние животные и близкие люди. Начнут вянуть рядом с вами растения, хотя этого раньше не было. Также, если нательный крестик или другой оберег ломается или теряется, это может быть первым и главным признаком попытки защитить вас от какого-то сильного негативного воздействия. Как избавиться от порчи? Если дела уже плохи или все стремится очень к быстрому разрушению, то лучше всего как можно быстрее обратиться к специалисту, тому, кто умеет с этим работать. Также есть некоторые техники, которые может проделать сам человек, но скажу вам так, что это довольно сложно и кропотливо. Это не получается с первого раза. Вы должны быть практиком, уметь практиковать и, знаете, вы должны быть человеком, который этим всем занимается, который умеет работать со своей энергетикой. Как уберечься от порчи? Чтобы защитить себя от порчи, важно укрепить свое энергополе и минимизировать вероятность негативного воздействия со стороны окружающих. Можно сделать сильные защиты, носить специальные амулеты или нужно находиться под защитой какого-то сильного эгрегора. Если вы вхожи в эгрегор, который довольно сильный и вы все время с ним в контакте, вы его верный адепт, то это тоже может спасти. Эгрегор защищает своих адептов, но здесь, кстати, нужно понимать и знать, к какому эгрегору обращаться, потому что не каждый эгрегор вас защитит от такого. И главное, что хочу еще сказать. Если мы что-то отрицаем и боимся, это всегда прилетает снаружи. Если сесть и начать бояться сейчас сглазов и порч, то будет более высок процент того, что с вами это приключится. Главное заниматься своей энергетикой, и это не обязательно какие-то медитации и практики. Есть много способов, которые помогут вам укреплять и разгонять вашу энергетику. Например, тот же спорт, пребывание на природе и так далее. И быть наблюдательным к окружающим и к себе. Сглазу мы подвергаемся все. Особенно если часто соприкасаемся с социумом. И здесь просто нужно иметь хорошую энергетику, соблюдать духовную гигиену и быть в хорошем настроении. Ну а чтобы вам сделали порчу, вы должны кому-то очень насолить и очень кому-то не нравится, чтобы человек взял на себя такую ответственность. Это встречается намного реже.
Это я вообще к тому, что не нужно перекладывать свою ответственность на сглаз и порчу, если у вас не получается что-то, у вас невезение и проблемы. Потому что я лично знаю такие ситуации, что ушел муж к другой женщине, и жена говорит, что это порчу ей сделали. Не потому, что она не научилась выстраивать правильные отношения с мужем, неправильно себя вела, а порчу ей навели. Вот если у вас все было отлично, хорошо, и резко начинаются какие-то разрушения, и здесь точно нет вашей вины, просто ни с того ни с сего началась черная полоса, то может быть это порча. Но если вы сами себя привели к нежелательным событиям своими действиями и бездействиями, то нужно работать над собой. Ну что ж, на этом все. Переходите в мой телеграм-канал и подписывайтесь. Там я делюсь очень ценной информацией и практиками, и техниками, которые помогут вам начать управлять своей жизнью и правильно взаимодействовать с миром. Нужно помнить, что не мир творит нас, а мы творим мир. Очень тяжело и практически безрезультатно пытаться изменить свою жизнь, пытаясь что-то изменить там снаружи. Самый эффективный способ изменить свою жизнь, улучшить ее, это изменение изнутри. Скоро у меня стартует проект «Великое делание». Название очень символическое, потому что это первая ступень внутренней, а главное внешней трансформации человека. Проект является базовым для работы с энергией, блоками, программами и установками. Он рекомендован для тех, кто хочет увеличить свой энергостатус, то есть стать более значимой фигурой в социуме, сделать прорыв во всех сферах своей жизни, прийти к гармонии и получить желаемые результаты и выйти на новые уровни в здоровье, финансах, отношениях и в общем состоянии. Больше о своем проекте я расскажу в своем телеграм-канале. 3, 2,